Всем привет! Часто спрашивают по поводу горелок. Всем хочется хорошую недорогую горелку. В принципе, нашел достойный вариант. Это горелочка от ASIM Welding с силиконовым рукавом. Заказал на пробу 17 головой. Заказывал вообще две головы, одну с клапаном, вторую без. Но господа из ASIM Welding забыли положить вторую голову. Справедливости ради отмечу, что на диспут они отреагировали очень быстро и, собственно, вторую голову там на следующий день отправили, но она еще не доехала. Основная ценность у этой горелки, конечно, это рукав. Рукав выполнен из силиконового шланга, достаточно гибкий, легкий. По гибкости проигрывает американским CK, но и стоит горелочка в 3 раза дешевле. То есть я вот эту горелку покупал, она обошлась примерно в 4000 рублей. А если будете заказывать аналогичную CK, то выйдет в районе 12 тысяч рублей. В плане исполнения никаких вопросов нет, все выполнено очень качественно. Тут соединение даже термоусадкой прикрыли, такого даже на CK не видел. Соединитель тоже выглядит вполне прилично. 35×70 стандартный, в принципе. Единственное, небольшой косячок получился вот с этим соединителем на газ. Он немножко нестандартный и к аппарату не подошел, пришлось его поменять. Ну, деталь, в принципе, копеечная, это не критично. Не знаю, мне так повезло или они вообще постоянно такие ставят. Ну, в принципе, будьте в курсе. Ну, тут тоже, кстати, видно, что шланчики силиконовые. Как уже говорил, голова 17. Заявленные токи на DC 150 ампер и на AC 120 ампер. Заявленные токи горелка в принципе держит, но и как любая другая горелка с воздушным охлаждением перегревается достаточно быстро. Если вы планируете покупать горелку как единственную, я бы порекомендовал брать не 17, а 26. Корпус у нее немножко побольше, рукав потолще и не такой, наверное, гибкий, но зато она держит побольше ток, до 200 ампер. Но тоже как бы там чудес никаких не ждите, воздушное охлаждение достаточно плохое, и горелка все равно будет перегреваться, особенно на переменном токе. По поводу флекс голов, то есть гибких. Народ их почему-то боится, считает, что они ненадежные. Но по факту вещь, во-первых, очень удобная. Во-вторых, живет она достаточно долго, если правильно с ней обращаться. То есть, во-первых, не нужно ее загибать на максимальные углы, а во-вторых, гнуть только в холодном состоянии. Тогда голова проживет очень долго. В целом горелка достойная, как уже говорил, гибкая. Ценник, по-моему, вполне адекватный. То есть за 4000 вы в любом случае ничего подобного не купите. Если не нравится круглая голова такая, то можно, в принципе, купить отдельно рукав и голову европейского типа эргономичную. Стоит все дело недорого. Продаются эти горелки на Алиэкспрессе. Продавец ASIM Welding. Ссылок вставлять не буду, но думаю, по названию легко найдете. Спасибо за просмотр.